План усилий многоугольник Кремода. Построение плана усилий основано на том свойстве, что силы, находящиеся в равновесии, дают замкнутый многоугольник непрерывного движения. Если поэтому из сферы, подверженной действию внешних сил, вырежем какой-нибудь узел и к разрезанным стержням приложим их усилия как внешние силы, то эти усилия вместе с действующим на узел грузом должны образовывать замкнутый многоугольник непрерывного движения. Этот многоугольник будет всегда определен, когда из образующих его сил только две неизвестны. Профессор Черепашинский. Аналитическая и графическая статика сооружений. Часть 2. Фермы. Итак, вот наша балочная ферма. Считать мы ее будем, вырезая узлы и строя диаграмму Максвелла-Кремода. Сначала определимся с масштабом. Примем, что 1 мм равен 1 кг силе. Таким образом, нагрузки у нас будет 500, 1000 и 700 кг. Далее узлы пометим цифрами, а стержни пометим буквами. Это необходимо, чтобы различать многоугольники сил, которые мы будем строить для узлов, и находить нужный стержень на диаграмме. Раз у нас ферма балочная, значит опорные реакции будем находить точно так же, как и для балки. Строим многоугольник сил, выстроив стрелки нагрузок в цепочку. В произвольном месте ставим точку фокуса. Из точки фокуса в углы многоугольника сил проводим лучи. На схеме фермы проводим линии действия сил и опорных реакций и строим веревочный многоугольник Вариньона. Первый луч ставим так, чтобы он пересекал линию действия левой опорной реакции и линию действия оранжевой силы. Второй луч ставим на пересечение первого луча и линии действия оранжевой силы, так, чтобы он пересекал линию действия красной силы. Третий луч ставим на пересечение второго луча и линии действия красной силы, так, чтобы он пересекал линию действия зеленой силы. Последний луч ставим на пересечение третьего луча и линии действия зеленой силы, так, чтобы он пересекал линию действия правой опорной реакции. Проводим замыкающую. Ничего больше с многоугольником мы делать не будем, но все же для красоты давайте берем лишние хвостики. Копируем замыкающую в точку фокуса. Подрезаем лишнее. Расстояние от точки пересечения замыкающей с многоугольником сил до начала и конца многоугольника сил дадут нам значение левой и правой опорной реакции. Поскольку все силы параллельны, многоугольник сил слился в единую прямую. Поэтому для наглядности сместим опорные реакции немножко в сторону. Вот наша левая опорная реакция. А вот правая опорная реакция. Скопируем их на свои места.
Вот мы и получили значения опорных реакций. Осталось их только измерить. Теперь будем определять усилия в стержнях. Переместим многоугольник сил в более удобное место. На его основе мы будем строить диаграмму Максвелла-Кремоне. Далее ищем узел, в котором не более двух неизвестных стержней. И это у нас первый узел. Скопируем его геометрию. Помечаем, что это расчет первого узла. И строим для него многоугольник сил. Нам известна левая опорная реакция и направление усилий в стержнях А и F. Чтобы получить значение усилий в стержнях А и F, нужно найти их пересечение таким образом, чтобы получить замкнутый многоугольник. В данном случае у нас получился треугольник. Направление действия усилий задается направлением левой опорной реакции. Стрелки нужно направить так, чтобы они создали замкнутый контур непрерывного движения по кругу. Вот такой вот многоугольник сил у нас получился для первого узла. Осталось только померить усилия в стержнях А и F. Теперь нанесем первый узел на диаграмму Максвелла-Кремоне. Левая опорная реакция там уже есть, поэтому скопируем только стержни. Ставим их в то же место, где проходит левая опорная реакция, чтобы получился точно такой же многоугольник сил. Теперь нанесем результаты расчета на схему фермы и заодно определим, является стержень сжатым или же растянутым. Копируем стрелку усилия и переносим прямо на узел фермы. Как видим, стрелка стержня А направлена к узлу, значит стержень сжат. Помечаем направление действия усилия и раз стержень сжат, значение усилия пишем с минусом. В сжатых стержнях направление стрелок всегда направлено к узлам. Когда будем рассматривать узел 2, усилие стержня А тоже будет направлено к узлу 2. Аналогичным образом поступаем со стержнем F. Копируем на узел стрелку усилия в стержне F. В этот раз стрелка усилия в стержне F направлена от узла, значит стержень F растянут. Помечаем направление действия усилия и раз стержень растянут, значение усилия пишем со знаком плюс. Усилия в растянутых стержнях всегда направлены от узлов, и когда будем рассматривать шестой узел, направление усилия в стержне F будет направлено также от шестого узла.
Мы определили усилие в узле F, но в шестом узле у нас по-прежнему больше двух неизвестных. А вот во втором узле, после определения усилий в стержне А, неизвестны только стержень И и Б. Значит, выбираем второй узел. Копируем оранжевую силу и направление стержней Б и И. Стержень А возьмем с предыдущего расчета. Помечаем, что это расчет для второго узла. Усилие стержня А берем из расчета первого узла. И строим многоугольник сил для второго узла. Расставляем стержни так, чтобы образовался замкнутый контур. Находим пересечение стержней B и I. Определяем направление действия усилий в стержнях. Как мы узнали из предыдущего расчета, стержень А у нас сжат. И направление его действия должно быть направлено к узлу. Соответственно, в многоугольнике сил для второго узла меняем направление действия усилия стержня А на противоположное. Соответственно, направление стрелок усилий в стержнях B и I будет таким, чтобы в многоугольнике для второго узла получилось замкнутое движение по кругу. Вот мы узнали значение усилий и их направления в стержнях B и I. Осталось их только измерить. Нанесем стержень B и I на диаграмму Максвелла-Кремоне. Они у нас образуют замкнутый контур с оранжевой силой и стержнем А. Значит, точно так же должно быть и на самой диаграмме. Нанесем результаты расчета на схему фермы и определим, сжатые или растянутые у нас стержни B и I. Копируем стрелку стержня И на второй узел. Стрелка направлена к узлу, значит стержень И сжат. Помечаем направление действия усилия и раз стержень сжат, значение усилия пишем с минусом. Также помечаем, что при расчете шестого узла направление усилия в стержне И будет направлено к шестому узлу. Аналогично поступаем со стержнем B. Копируем стрелку направления стержня B на второй узел. Стрелка направлена к узлу, значит стержень B тоже сжат. Помечаем на стержне направление действия усилия и раз стержень сжат, значение усилия пишем со знаком минус. Аналогично помечаем, что при расчете третьего узла усилие в стержне B будет направлено к третьему узлу. Теперь мы можем посчитать усилия в третьем узле.
Скопируем направление стержней C и G, а B возьмем из предыдущего расчета. Помечаем, что это расчет для третьего узла. Копируем из расчета второго узла усилие в стержне B. Строим многоугольник сил для третьего узла. Находим пересечение стержней C и G. Как мы узнали ранее, стержень B у нас сжат. И его стрелка на третьем узле должна быть направлена к узлу. Поэтому на третьем узле меняем направление стрелки стержня B на противоположное. Далее определяем направление усилий в стержнях C и G таким образом, чтобы получилось замкнутое движение по кругу. У нас получился замкнутый многоугольник непрерывного движения, значит расчет для третьего узла выполнен верно. Осталось только измерить усилие. Усилия в стержнях C и G выходят из красной силы и пересекают стержень B. Давайте скопируем их на то же самое место на диаграмме Максвелла-Кремоне. И вот наш многоугольник сил для третьего узла в составе диаграммы. Все контуры диаграммы замыкаются по кругу, значит пока что мы нигде не ошиблись. Теперь определим, стержень C сжатый или растянутый. Хотя тут нетрудно догадаться, что он будет сжат, так как верхний пояс у балочных фирм всегда, как правило, сжат по всей длине. Направление усилия в стержне C направлено к третьему узлу, значит стержень сжат. Помечаем направление действия усилия, а значение усилия пишем со знаком минус. И также помечаем, что при расчете четвертого узла направление усилия в стержне C будет направлено к четвертому узлу. То же самое проделываем и для стержня G. Стрелка направлена от третьего узла, значит стержень G растянут. Помечаем направление действия усилия, а значение усилия пишем со знаком плюс. Ну и конечно пометим, что для шестого узла направление усилия в стержне G будет направлено от шестого узла. Теперь можем перейти к четвертому узлу. Значение усилия в
стержни Си возьмем из предыдущего расчета, поэтому нам понадобится только направление стержней D и K. Помечаем, что это расчет для четвертого узла. Копируем с третьего узла усилие в стержне Си. Строим многоугольник сил для четвертого узла. Находим пересечение стержней D и K. Вот мы получили значение усилий в стержнях в четвертом узле. Осталось их только померить. Теперь определим направление действия усилий в стержнях. Как мы уже знаем, направление усилия в стержне Си при расчете четвертого узла будет направлено к четвертому узлу. Направление действия зеленой силы нам тоже известно. Направление усилий в стержнях D и K выбираем так, чтобы получить непрерывное движение по кругу. Нанесем стержни D и K на диаграмму Максвелла-Кремоне. На четвертом узле они выходят из зеленой силы и приходят в стержень Си. Если все построено верно, точно так же должно быть и на диаграмме. Все получилось, значит расчет у нас по-прежнему без ошибок. Теперь определим, сжат стержень D или растянут. Я почему-то уверен, что вы уже и так догадались, что он будет сжат. Направление усилия в стержне D направлено к четвертому узлу, значит стержень сжат. Помечаем, что усилие направлено к узлу, а значение усилия пишем со знаком минус. И не забываем пометить, что при расчете пятого узла направление усилия в стержне D будет направлено к пятому узлу. Те же самые действия выполняем и для стержня К. Усилие в стержне К направлено к узлу, значит стержень К сжат. Помечаем, что усилия в стержне К будут направлены к узлам, а значение усилия пишем со знаком минус. Почти все.
Осталось посчитать только пятый узел, чтобы определить усилие в последнем стержне Е. Нам нужна только правая опорная реакция и направление стержня Е. Усилие в стержне D возьмем из предыдущего расчета. Как всегда, помечаем, что это расчет для пятого узла. Копируем с четвертого узла усилие в стержне D. Вытягиваем стержень Е до пересечения со стержнем D. Не забываем, что усилие в стержне D при расчете пятого узла у нас направлено к узлу. Направление в стержне Е выбираем так, чтобы получить в многоугольнике сил непрерывное движение по кругу. Измеряем последние доселе неизвестные усилия. Нанесем стержень Е на диаграмму Максвелла-Кремоне. Точно так же, как и на многоугольнике сил, он должен соединить правую опорную реакцию и стержень D. Как видим, диаграмма закрылась. Мы получили все замкнутые контуры. Значит, расчет выполнен верно. А еще у нас выплыла одна особенность диаграммы Максвелла-Кремоне, которая делает ее сложноватой для построения и несколько трудноватой для чтения. А именно усилие в стержне F наложилось на усилие в стержне E. Давайте для наглядности сместим немножко стержень F в сторону. Если таких мест много, а диаграмма сложная, то нужно потратить достаточно много времени, чтобы разобраться, какое усилие до какого пересечения идет и к какому стержню оно относится. Заканчиваем расчет, определяем, стержень Е растянут или все же сжат. Хотя и так понятно, что растянут, ведь у балочной фермы, как правило, нижний пояс всегда растянут. Стрелка стержня Е направлена от пятого узла, значит стержень Е растянут. Наносим на схему фермы последние недостающие значения. Направление усилий в стержне Е направлено от узлов, а значение усилия пишем со знаком плюс. Ну вот мы и посчитали ферму. Опорные реакции определили при помощи многоугольника сил и веревочного многоугольника Вариньона. А для определения усилий в стержнях построили диаграмму Максвелла-Кремоне. Но поскольку она выглядит весьма запутанной, для наглядности я ее разобрал на составляющие, по сути посчитав ферму предшествующим диаграмме способом, методом вырезания узлов, компактной формой которого и является диаграмма Максвелла-Кремоне. И заметьте, на протяжении всего расчета мы не выполнили ни одного арифметического действия. Еще раз об особенностях построения диаграммы Максвелла-Кремоне. Первая сложность может возникнуть из-за того, что многоугольник сил, который служит основой для диаграммы, может слиться в единую линию. Из-за чего на начальном этапе, особенно у новичков, могут возникнуть трудности с выбором вершины многоугольника, из которой будет вытягиваться усилие в искомом стержне. Еще одна трудность, которая может возникнуть как при построении, так и потом при чтении диаграммы,
Это определение усилий в стержнях, когда стержни на диаграмме накладываются один на другой. Нужно потратить время, чтобы разобраться, усилие какого стержня до какого пересечения ведет. Особенно это затруднительно, если таких мест несколько. Вот точно такая же ферма, но уже нагружена симметрично. В этом случае усилия в стержнях Е и F полностью совпали, а усилия в стержнях И и К потерялись на фоне усилий в стержнях А и Д. Еще интереснее дела обстоят у фермы с параллельными поясами, загруженной несимметрично. Здесь у нас наложилось сразу 4 стержня нижнего пояса. Все они имеют единое начало, и каждый идет до своего пересечения. Если усилия обозначать цветными стрелками, то все выглядит достаточно наглядно и удобочитаемо. А вот с классической маркировкой усилий в стержнях на диаграмме первое время могут быть трудности. Еще из-за того, что диаграмма представляет собой единое нагромождение, на ней не так удобно определять направление усилия в стержне, особенно в тех случаях, когда, перемещаясь от узла к узлу, стрелка усилия меняет направление. При этом главным преимуществом диаграммы Максвелла-Кремоне является ее естественная защита от ошибки, компактность и отсутствие необходимости чертить один и тот же стержень несколько раз. На этом все, а в следующем видео, используя построение Пансиля, мы посчитаем давление грунта на подпорную стенку. Ну и как всегда напоследок, для тех, кто досматривает до конца, результаты расчета нашей фермы выполнены при помощи Lyra Sapr.